Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я поделюсь с вами очень вкусным и простым рецептом суши Филадельфия. Суши — это японское блюдо, которое зародилось более 1300 лет назад, хотя в своем современном виде оно появилось относительно недавно, в 19 веке в городе Эдо, который сейчас называется Токио. Для приготовления нам понадобится свежее филе лосося, соль, сахар, отварной рис, лист нори, немного рисового уксуса, сыр Филадельфия, огурец или авокадо, коврик для суши и пищевая пленка. Для начала промоем хорошенько рис и поставим его отвариваться. В это время можно нарезать все ингредиенты. Я нарезаю авокадо, вы можете также использовать огурец. Вот таким вот образом нарезаю. Выкладываю. Далее я готовлю заправку для нашего риса. Для этого нам понадобится 1 столовая ложка рисового уксуса, 1 чайная ложка сахара и буквально щепотка соли. Все это нужно хорошо перемешать до растворения всех ингредиентов. Так, наш рис отварился. Сразу же заправляем ее нашей заправкой. И очень хорошо перемешиваем. Убираем наш рис в сторонку. В это время подготавливаем наш коврик для суши. Для этого нужно обвернуть его хорошенько пищевой пленкой. Вот таким вот образом обворачиваем со всех сторон. Очень важно обвернуть его очень хорошо, чтобы не осталось никаких пустых краев. Все хорошо обвернули. Теперь распрямляем и убираем в сторонку. Наша рыба заморозилась. Заморозить ее нужно буквально немножко для того, чтобы облегчить нашу нарезку. Я купила готовое филе лосося уже без косточек. Если у вас есть косточки, то лучше их заранее вынуть и убрать в холодильник буквально на час. Таким вот образом нарезаем. Всю остальную рыбу нарезаю по шаблону. Так, наш рис остыл. Теперь собираем наши суши. Выкладываем рис очень аккуратно, тонким слоем, смачивая при этом нашу ложку. Аккуратно все выравниваем вот таким вот образом. Сверху кладем наш лист нори шершавой стороной вверх. Далее выкладываем авокадо либо огурец. В моем случае это авокадо. Вы можете класть больше или меньше на свое усмотрение. Мы любим побольше начинки, поэтому я выкладываю побольше. Теперь сыр Филадельфия. У меня сыр Филадельфия, вы можете использовать любой творожный сыр. Но я считаю, что сыр Филадельфия подходит сюда больше всего. Немножко смачиваем ложку, берем сыр, также смачиваем пальцы и формируем вот такую вот трубочку. Также сыр на свое усмотрение вы можете класть побольше или поменьше. Да, забыла сказать, что сыр желательно тоже убрать в холодильник буквально на час. Тогда
тогда он будет холодным, твердым и более податливым. Заворачиваем сначала в один слой, потом второй. Заворачиваем, при этом поддавливаем немножко, но не придавливаем очень сильно, потому что в обратном случае может вытечь весь сыр по бокам. Формируем аккуратные суши. Теперь можно выкладывать рыбу. Вот таким вот образом раскладываем нашу рыбу. Ничего страшного, если она у вас немножко получается неаккуратная. Когда мы придавим вот таким вот образом, то форма получится идеальная. Да, бывают иногда и такие ошибки, промахи. Ну ничего, подправляем еще раз. И обратно. Пытаемся сформировать наши суши. Вот, уже лучше. Теперь нарезаем. Нарезаем острым ножом, при этом его желательно смачивать и протирать после каждого разреза. Вот такие вот красивые аккуратные суши у нас получились. Потратила я на это буквально 20 минут. Сверху посыпаем семенами. В моем случае это кунжутные семена. И вот такой итог у нас получается. Очень вкусные суши Филадельфия. Всем приятного аппетита!